Опасно эротичный показательный номер и сложнейшие секвенции. Как Ханю будоражил зал на шоу Fantasy on Ice. К показательным программам все фигуристы относятся по-разному. Кто-то не заморачивается над номерами и готовит показательные чуть ли не за один вечер, кто-то катает облегченные варианты своих соревновательных программ. А для кого-то это возможность для самовыражения, способ поделиться своими чувствами и идеями со зрителями. Японский фигурист Юдзуру Ханю как раз относится к той категории людей, для кого показательный номер – это отдельный вид искусства, к которому фигурист никогда не относится спустя рукава. Я думаю, что артистизм – это важно. Я очень люблю кататься под музыку. Я хотел бы исполнять такие шаги и вращения, которые никто больше не сможет делать. Но и мои прыжки, конечно, тоже буду тренировать. Я хочу прикладывать усилия, чтобы вы могли подумать, нынешний Юдзуру Ханю лучше, чем был когда-либо. И что технически я тоже сильнее, чем был когда-либо. Я все-таки спортсмен. В фигурном катании очень важен артистизм. Но все же это несомненно спорт. И я хочу, чтобы катание Юдзуру Ханю всегда, даже на ледовых шоу, создавало спортивное напряжение. Так говорил в интервью Юдзуру Ханю в передаче S-Park. Отличительной особенностью Ханю является то, что он продумывает все до мелочайших деталей. Он никогда и ничего не делает просто так. В каждом его движении и каждом жесте кроется особый смысл. Он постоянно находится в поисках совершенства, выкладывает всю душу в свое дело. Он всегда думает о том, как сделать свое выступление еще лучше, поэтому беспристрастно шлифует и дорабатывает свои постановки, будь то соревновательная программа или показательный номер. На японском шоу Fantasy on Ice фигурист покорил болельщиков новым показателем под композицию Raisin местного артиста Тайсэ Миякавы. Песня взята из аниме «Убийца демонов». Японцы, присутствующие на премьере этого номера, писали: «Программа Raisin эротична и опасна. Это программа, в которой вы сможете увидеть Ханю с новой стороны». Действительно, в своем новом показательном номере Юдзуру раскрыл перед зрителями новые грани своего таланта. Эту программу фигуристу помог поставить известный хореограф Дэвид Уилсон. Но стоит отметить, что основная идея и большая часть движений придумана непосредственно Ханю. Юзу использует насыщенную хореографию, демонстрируя не только великолепное скольжение, умелое владение коньком, но и виртуозную работу всем телом. В номере нет ни одного пустого места. Каждое движение идеально попадает в музыкальные акценты, а степень вовлечения фигуристов в прокат, как всегда, впечатляет. Сама программа сильно отличается от тех, которые мы привыкли видеть на соревнованиях, поэтому номер получился таким оригинальным, динамичным, ярким и в меру эротичным. Стоит ли говорить о том, что Ханю своим выступлением свел с ума всю женскую аудиторию в зале? Фанаты на шоу были в неописуемом восторге и долгое время не могли прийти в себя. В социальных сетях был настоящий пожар. Так как съемки из зала на шоу строжайше запрещены, болельщикам приходилось делиться впечатлениями с помощью рисунков, например, вот таких. Все-таки Юдзуру Ханю по праву считается гением на льду и ярчайшей звездой фигурного катания. Он умеет себя подать, знает, как завести зал и увлечь зрителя за собой. Но самое главное, он умеет быть разным и умеет удивлять. А шоу позволяет ему делать все то, что запрещено на соревнованиях. Креативные костюмы, нестандартная музыка, безбашенность, дерзкая сексуальность, необычные движения. На шоу он ничем не ограничен и может показать то, что нравится ему самому. Нельзя также не отметить и великолепную спортивную форму фигуриста. Мало кто во время ледовых шоу находится в таких же идеальных кондициях, как Юдзуру Ханю. Во время показательного номера большую часть времени Ханю уделял хореографии, выполняя не самые сложные прыжковые элементы. На видео мы видим легкий, непринужденный тройной ридбергер, а ближе к концу выступления отложенный пролетный одинарный аксель. Однако на открытии и закрытии каждого шоу японец радовал зрителей четверными прыжками и сложнейшими секвенциями из четверного тулупа и тройного акселя. Вот, например, что демонстрировал Ханю по словам очевидцев в Макахори и Нагое. Макухари. День 1 – четверной тулуп, тройной аксель. День 2 – четверной тулуп, тройной аксель. День 3 – четверной тулуп, тройной аксель, двойной тулуп. Одинарный ридбергер, одинарный ридбергер, одинарный ридбергер. В Нагое
День 1 – четверной тулуп, тройной аксель. День 2 – четверной тулуп, тройной аксель, тройной тулуп. День 3 – четверной тулуп, тройной аксель, тройной тулуп, тройной аксель. Кстати, Юдзуру Ханю один из немногих, кто выиграл от новых правил, касающихся секвенций. Напомним, что секвенции приравняли по стоимости к каскадам, в то время как раньше базовая стоимость прыжков в секвенции снижалась на 20%. И если раньше Юдзи было невыгодно выполнять такую оригинальную и непривычную для болельщиков фигурного катания секвенцию, как четверной тулуп, тройной аксель, то теперь в этом появилось больше смысла. Если у Ханю будет желание продолжать карьеру в большом спорте, то у него по-прежнему есть все данные, чтобы оставаться в топе мужского одиночного катания и побеждать. В одном из своих интервью во время гастрольного тура Fantasy on Ice Юдзуру подтвердил, что его цель исполнить четверной аксель все еще с ним. Со стороны может казаться, что я сомневаюсь, но внутри меня есть твердая вера в четверной аксель, и я хочу показать, что этот стержень ни за что не сломить. Я хочу приземлить четверной аксель во что бы то ни стало. Я хочу приземлить его на глазах у всех, говорил Юдзу. Значит ли это, что в следующем сезоне Ханю планирует приехать на этапы Гран-при? Совсем скоро мы об этом узнаем. 30 июня ИСУ должен объявить выбор участников Гран-при. Все болельщики Ханю включили режим ждуна и очень надеются увидеть имя любимого спортсмена среди участников будущей серии Гран-при. Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Евгения Тарасова, Майя Хромых, Дарья Усачева и Аделия Петросян побывали на тренировке футбольного клуба ЦСКА. Фигуристки сыграли в футбол с Иваном Обляковым, Игорем Дивеевым и Константином Кучаевым. Видео игры опубликовала пресс-служба московского клуба. Камила Валиева прокомментировала тренировку с футболистами ЦСКА. «Здорово было встретиться с футболистами. Теперь ждем их на льду», – написала Валиева. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала об общении с другими фигуристами на тренировках. «Нет такого, что мы тренируем друг друга, но какие-то дружеские советы, когда, допустим, у кого-то не получается. У нас же в основном не какие-то прям ошибки в прыжках. В основном просто обсуждаем, как настроиться на прыжок, что помогает максимально вложиться в прыжок. Мы подъезжаем, советуемся. Вот я так делаю, а я так. Возможно, что-то помогает. Мне, например, помогает, если на меня кто-то смотрит. Я какую-то ответственность чувствую. Я иногда просто подъезжаю к Загитовой. Алин, посмотри, пожалуйста. Сейчас я вот должна войти в этот прыжок. Она смотрит, у меня лучше получается», – рассказала Щербакова.